Вот знаете, как оно бывает? Из всех режимов, которые в eFootball ждут больше всего, ждут больше остальных, является Мастер-лига. То же самое можно сказать и про игроков, чьи карточки ждут больше всего. И одним из таких игроков, естественно, можно назвать Роналдо Назарио. Тот самый зубастик Роналдо, который некогда появлялся в игре от Konami, в частности в 17 части Pro Evolution Soccer, но который ныне отсутствует в серии игр eFootball. Мне показалось интересным попробовать поиграть за его модельку, когда он был доступен еще в рамках 17 части, пощупать, что он из себя представляет, посмотреть, какие у него были цифры тогда, и, естественно, исходя из всего этого, уже представить, каким бы он был непосредственно в eFootball, что я, в принципе, и сделал. Если вас это заинтересовало, то оставайтесь со мной и устраивайтесь поудобнее. Не забывайте также поддерживать это видео своими лайками и подписывайтесь на этот канал, если находитесь здесь впервые. Если вы продолжаете играть в eFootball на консоли, то наверняка знаете, как бывает тяжело в лишний раз пополнить счет своего аккаунта, чтобы выкрутить желаемых игроков. Поэтому позвольте представить вам сервис KupiKod, где вы сможете пополнить свой аккаунт PSN быстро и, что самое главное, выгодно. Ведь данный сервис присутствует на рынке уже несколько лет, и за все это время через него пополняли различные сервисы и покупали игры более 20 миллионов раз. А посему, помимо пополнения, вы также сможете приобрести подписку на PlayStation Plus. Выбирайте именно то, что вам нужно, вводите мой промокод, который дает скидку в 2%, и выбирайте удобный способ оплаты. И если при использовании сервиса у вас возникнут какие-то вопросы или даже проблемы, то поддержка, которая работает 24/7, с радостью поможет вам в самые кратчайшие сроки. Пополнение, приобретение подписки и многое другое ожидает вас на KupiKod. Ссылка в описании и в закрепленном комментарии. Самый главный вопрос, почему именно PES 2017? Суть в том, что именно в этой части Роналду появлялся на официальной основе. Он был доступен в рамках MyClub, нынешнего Dream Team. То есть любой желающий при наличии у него средств мог выкрутить Роналду из соответствующего набора. И, естественно, играть им в своем составе. То есть это самое, что ни на есть официальная моделька от Konami. С отсканированным фейсом и с проставленными характеристиками. И тогда Роналду был доступен в качестве игрока Барселоны, с которой у Konami до сих пор сохраняются более-менее неплохие отношения. Ну и давайте посмотрим, что из себя тогда представлял зубастик Роналду в MyClub. В частности, умение атаковать у него было 92 пункта, контроль мяча также 92, дриблинг 91, завершение или же реализация 95 пунктов, то есть достаточно высокий показатель. Сила удара 82, скорость 92, рывок 88, устойчивость при толчках 83 и прыжок 75. Достаточно неплохие цифры, но стоит учитывать, что тогда система исчислений была немножко другая. Сейчас бы подобные цифры смотрелись бы немного по-другому. И как именно бы выглядел вот такой вот Роналду в eFootball, я, наверное, расскажу вам в конце данного ролика. Представлен он был тогда в качестве центрального нападающего, и в качестве дополнительной позиции у него отчасти была доступна позиция оттянутого форварда. Ну и в качестве игрового стиля у него был, как-то ни странно, охотник за голами. Касаемо представленной версии, очевидно, что это далеко не самая праймовая версия Роналдо, потому что мне кажется, что вот самый такой вот прайм у него был именно в составе Интера, до как таковых травм. Но в принципе представленная каталонская версия тоже выглядит очень даже сочно, и я более чем уверен, что если бы вот именно вот эта каталонская версия появилась в eFootball, она также была бы очень даже сочной, как по мне. Касаемо же модельки, здесь уже немножко субъективное восприятие, потому что как-то ни странно геймплей, физика в eFootball и в PES 2017 заметно различаются, и соответственно скорость, темп игры также отличаются от одной игры к другой. Поэтому, так как чувствуется Роналду в PES 2017, я думаю, он бы не чувствовался в eFootball. Но все-таки что-то схожее и общие моменты, которые связаны с этой моделькой, я думаю, можно отметить. И первое, на что хотелось бы обратить внимание, это на то, как Роналду двигается во время игры. В принципе, при проставленном стиле и имеющихся цифрах Роналду здорово находит позиции, и именно тот самый момент, когда стоит врываться в штрафную. А наигрывая его в паре с тем же самым Тьерри Анри, он тоже тогда был в качестве легенды в PES 2017, он здорово играл на подыгрыше, то есть он здорово находил позиции и он здорово отыгрывался с партнерами. Также наличие у него хоть какой-либо устойчивости при толчках позволяло ему спокойно принимать мячи, когда за спиной у него были соперники, даже несмотря на всякое сопротивление с их стороны. И нередко бывало такое, что центральные защитники пытались надавить на Роналду сзади, а он благодаря своей устойчивости умудрялся сохранять корпус и после этого спокойно убегал от них вперед к воротам
воротам соперников. Имеющиеся цифры контроля и дриблинга позволяли модельке спокойно обходить соперников стороной, даже когда мяч находился у него в ногах. То есть Роналду спокойно уходил от подножек, если вы правильно подбирали тайминг. И в принципе, что самое главное, он не чувствовался тяжелым. Мы привыкли, что Роналду Зубастик, он такой, чуть крупненький, здоровенький, но опять же, это молодая версия, представленная за Барселону. А соответственно, у него здесь рост 183 сантиметра при весе в 75 килограмм. Поэтому он чувствовался достаточно, знаете, легко. Для нападающего у него достаточно скудные цифры игры головой и прыжка при наличии роста в 183 сантиметра, но тем не менее, когда мяч был на втором этаже, он пытался составить конкуренцию защитникам при борьбе за мяч. Когда-то у него это получалось, когда-то нет, то есть здесь 50 на 50. И в общем-то, его моделька в 17 части мне очень даже понравилась. И естественно, я был бы бесконечно рад, если бы он появился в eFootball. И как мне кажется, что в нашей любимой, скажем так, игре он бы выглядел следующим образом. В частности, это где-то около 30-34, вот где-то в таком диапазоне уровней прокачки. Соответственно, его нынешний рейтинг бы достигал где-то 103-104 пунктов рейтинга. Может быть 105 максимум при наличии второго буста. Ну и вот такие вот цифры. Возможно, где-то я немножко их преувеличил, потому что, опять же, трудно высчитать разницу между тем, что было раньше и как бы это смотрелось сегодня, но мне кажется, что вот именно вот таким вот образом он был бы представлен в eFootball. Ну и на этом наши влажные мечты касаемо новых игроков в Dream Team подходят к своему завершению. В комментариях под этим роликом я буду ждать ваше мнение касаемо всего услышанного и увиденного. Согласны ли вы с теми цифрами, которые я представил для Роналду в eFootball, или же считаете, что они должны быть больше или где-то меньше? Обо всем этом и не только пишите в комментариях. Также не забывайте поддерживать это видео своими лайками и подписывайтесь на этот канал, если находитесь здесь впервые. В лишний раз всех благодарю за просмотр и желаю вам всем удачи. До скорых встреч!